И мы передаем слово Жанну. Переводимая игра слов закончилась, и теперь, Дмитрий, ваш выход. Жоан, пожалуйста, вам слово. Да. Что вы знаете об Урале, когда вы к нам собираетесь приехать, и ваши ожидания от Биеннале? Yeah, so the first set of questions, what did you know of Ural and what do you know of Urals as of now? When are you planning to visit the city, and what would be your first set of ideas and concepts? Sure. So first of all, I apologize for not being able to be with you today because of scheduling issues with some travel, but and also it was really wonderful just to hear this wonderful sort of rhythm of Russian for the last half an hour. So I have historical, personal, and cultural relationships with Russia in general, with the Urals in particular, which I think will be present in the thinking around the biennial. So that's my first answer. В первую очередь я хотел бы извиниться за то, что не смог сегодня быть с вами вместе. Это случилось из-за некоторых неполадок в расписании моих путешествий. Хотел бы еще отметить чарующий ритм русской речи, который я слушал последние полчаса. И что касается моих отношений с Уралом, меня связывают исторические, личные и культурные отношения с Россией в целом и с Уралом в частности. И отталкиваясь от этих отношений, я и буду выстраивать весь концептуальный процесс, связанный с основным проектом Биеннале. And this is particularly true in relationship to something that interests me in the transformation of cities and in questions of work and society, the transformation from industrial to post-industrial. И для меня особенно интересны трансформации, которые претерпевает современное общество, которые претерпевают города, само представление о работе и само устройство общества. Интересует переход от индустриального к постиндустриальному. What the title of New Literacy, when I was sent the proposal, this is what the title announced to me very, very loudly. And I'm exceedingly honored and privileged to be able to have been chosen to do this and to be able to engage this title, which I want to explain how I engaged it. И именно об этих темах заявил название темы «Новая грамотность». Когда я только его увидел, я как раз подумал о трансформациях общества. И хотел бы просто сказать, что я чрезвычайно благодарен и очень польщен тем, что мне предложили поработать именно с этой темой, и у меня будет шанс развернуть ее и на ее основе создать проект. At the same time, you have the 4th edition of the biennial, and that's very interesting because one of the arguments that I'd like to enforce is that we're actually undergoing a 4th industrial revolution. И еще забавный комментарий, связанный с тем, что мы говорим о 4-й итерации индустриальной биеннале. И отмечу особенно один аргумент, который хочу особенно подчеркнуть. Прямо сейчас мы переживаем 4-ю индустриальную революцию. And this is the idea that the communication and information technologies have transformed or revolutionized the way that we live, the way that we work, and the way even that we dream, both personally but also as a society. И эта революция меняет способы коммуникации, доступные нам, а способы коммуникации трансформируют нашу повседневную жизнь. Они изменяют то, как мы работаем, то, как мы отдыхаем, даже то, как мы спим и то, о чем мы грезим. Причем грезим не только как отдельные личности, но как и общество в целом. So the question is, how can we understand what's the literacy, right? The new literacy
that we can bring to understand things like the speed, the different languages, the different interfaces. How can art help in dealing with newer forms of literacy to adjust to the speeds? This is because these transformations have very direct impacts on the human body, but they also have very direct impact on the social body. И для меня важный вопрос, как мы можем разъяснить сам феномен новой грамотности и то, как эта новая грамотность определяет вещи, из которых складывается общество, каким образом грамотность может отвечать на трансформации, связанные со скоростью коммуникации, ускорением коммуникации, каким образом она может объяснить нам, как мы можем работать с новыми языковыми системами и с новыми интерфейсами. В частности, для меня важный вопрос, каким образом искусство может стать проводником, каким образом искусство может помочь выстроить эту новую грамотность, которая познакомит нас с условиями трансформации современного общества, поскольку для меня важно отметить, что эти трансформации очень прямо воздействуют не только на наши физические тела, не только на нас как отдельно взятых индивидов, но и на тело общества, на общество взятое целиком. Yes, sir. And even my presence here as this screen reality is kind of an example of that. Да, и даже то, что вы видите меня как такую презентацию на экране, это достаточно хороший пример изменения общества. So I've chosen three points to organize the thinking around the project. So the first is the image as witness. И я выстраиваю концепт своего предложения вокруг трех основных мотивов. Первый – это образ как свидетель. The second is the idea of a choreography to different states or different kinds of work. Второй – это образ хореографии, того, как мы выстраиваем действия нашего физического тела сообразно разным режимам работы и бытования. And the third is the idea of the persistence of words or of text or of language in a supposedly visual culture, or a culture that's largely governed by the image or visuality. И третий мотив – это настойчивое присутствие слова в разных его проявлениях в современном мире, который мы вообще трактовали как визуальный. Слово остается и манифестирует себя в совершенно разных проявлениях, и мне было бы интересно исследовать, как это происходит. And this is all united around this idea that of new literacy, in particular that the new forms of literacy that we're talking about are going to be as much about old forms of literacy like reading, but they're going to be about new forms of literacy like the ability to do these kind of gestures. There's a kind of choreography of hands and of screens and of gestures that becomes very important. So what I want to do is just say very, very briefly a little bit about each section just for about 5 minutes, if that's okay. И перечисленные мной мотивы как раз выстраиваются вокруг, они связываются возможными новыми формами грамотности, тем, как они образуют эту новую грамотность. И мне важно подчеркнуть, что эти предположительно новые формы грамотности на деле являются собой перепрочтение старых форм грамотности, однако реализованных через новые практики. Например, чтение, но взятое как чтение с экрана. И когда я говорю о хореографии, я имею в виду и хореографию, особые движения пальцев, которые мы используем для того, чтобы работать с тачскринами. И сейчас я бы очень коротко, правда, совсем коротко рассказал об этих мотивах чуть детальнее, буквально в пределах 5 минут. So the first thing that interests me in the sense of the image as a witness is this relationship that we have to image production. So
I'm interested both in this idea of what it means to step back from a device and take an image, but also this idea, what does it mean to turn the device towards me and take an image of myself? And this, what I'm trying to propose with this thinking is how images function as, we need new forms of understanding images as part of historical events and the way that they witness the reality around us, right? So this idea that they begin to be implicated in everyday life, and it's not just a memory of something, it's an intimate, intrinsic part of that event. I'll add to that just very quickly, it's very important that we don't just look at images anymore, right? We also manipulate them. So we have a very intimate relationship with images that I'm interested in engaging. Если касаться первого мотива, образ как свидетель, что меня интересует, в первую очередь меня интересуют практики производства изображений, практики производства образов. Что я предлагаю с этим способом мышления? Я предлагаю рассмотреть, okay, I would have to use this one, I guess, for giving you. Я предлагаю рассмотреть режим, в котором мы производим фотографии, направляя наш девайс на что-то в мире вовне. И я также заинтересован в том, как мы обращаем девайс на себя и фотографируем самих себя. Что я хочу предложить этой линии мысли? Я предлагаю рассмотреть то, как образ и изображение может функционировать как историческое событие. Оно запечатлевает реальность, оно имплицитно встраивается в ту реальность, в которой мы перебываем, и она не только фиксирует происходившее, как некоторые воспоминания о случившемся. Изображение, отсылающее к событию, составляет часть нашей каждодневной жизни. И еще я бы хотел особо подчеркнуть, что мы покинули мир, в котором мы просто смотрели на изображения. Теперь мы обрабатываем их, и мы взаимодействуем с ними по-новому, мы можем их трансформировать. The second idea is this idea of this choreography, which, so if we think about the choreography of industrial work, the kind of great dancer of industrial work is Charlie Chaplin. Второй мотив – это хореография. И если, например, мы задумаемся о хореографии индустриального образа жизни, индустриальной работы, то великим танцором этой эпохи и культуры можно считать Чарли Чаплина. So when Chaplin is on the factory floor, he turns the choreography of work into a kind of ballet. But the choreographies of work have changed dramatically, where most people now, supposedly, most people now spend their time typing, sending emails, logging on, connecting, and so forth, right? Supposedly. И Чаплин, находясь внутри фабрики, как раз превращал рабочее движение, рутинизированное рабочее движение в подобие балета. Но хореография работы достаточно сильно изменилась, поскольку многие работники сегодняшнего дня предположительно проводят свое рабочее время, печатая письма по электронной почте, публикуя посты в блоге, занимаясь маркетингом, опять-таки я отмечу, предположительно. And so I'm interested in what kinds of choreographies the shifting nature of work implies, but also how movement is related to both the experience of this. All right, so start with the fact that most old factories in the world are being transformed into museums. И меня интересует... I think that everything that we can no longer do in the factory, we're sort of doing in the new museum.
Меня интересует, какого типа хореографии мы можем наблюдать сегодня в условиях изменившегося рабочего графика, в условиях изменившегося состава работ, которые мы производим, в условиях этого трансформирующегося опыта. И отмечу лишь, что большая часть старых фабрик, существующих в мире, сейчас трансформируется в музеи. И интересно посмотреть на то, как то, чем люди раньше занимались на фабриках и заводах, теперь в целом возможно к осуществлению в музее. So I think there's a sense of literacy also in terms of how we dance. How we dance, can we dance in the museum? Can we dance in the factory? Can we dance, right? So these are questions that have to do with the older dream of revolution and of liberation, and have to do with the new conditions of spending our time doing this, right? Which is itself a kind of choreography. Right? There are people in the audience doing this, as I'm doing this. И меня как раз интересует, как, если продолжать эту линию с музеем, можем ли мы танцевать сегодня, как мы можем танцевать сегодня, можем ли мы танцевать на фабрике, можем ли мы танцевать в музее. И с одной стороны это отсылает к достаточно старой мечте о тотальном освобождении, о реорганизации своего времени. С другой стороны это отсылает к моменту настоящему, когда большая часть людей проводит время, занимаясь тем. Это сложно переводить, бессмысленно переводить, да. То, чем занимаюсь я, и то, чем занимаются люди в аудитории. It's part of our new choreographies, and it's something to think about. What does it mean? What this all means, and what is the contemporary figure of Charlie Chaplin? If you want to wrap that up, and then I'll just go into the last section very quickly. По сути, меня интересует, возможно ли новая хореография, что она из себя может представлять, и кто может стать сегодняшним воплощением тех идей, которые воплощал Чарли Чаплин. And so lastly, even though we talk so much about images, the circulation of images, and how all this important stuff relating to the digital, I'm actually very interested in the fact that most communication today is still based on reading and writing. И последнее, мы очень много говорим как раз о производстве образов, о производстве изображений, о визуальности нашего мира и о том, что он беспредельно цифровой, но на самом деле постоянно сохраняются старые практики. Мы печатаем, мы пишем, мы читаем. While they're the kind of fetish object of communication, in fact, we still focus on the word. The word is still persistent, it's still very powerful. And so I'm interested in exploring this idea of why the word is persistent, and the idea that we have this in the digital humanities, this idea of amassing a database of everything that's been written. At the same time, and it's important to point out, for example, that in the kind of apocalyptic scenarios, like in Fahrenheit 451, they always ban texts but not images. At the same time, we have a very contested sort of space for images today. So, how does the word operate in these dynamics? And is it perhaps something that we need to explore as much as we are interested in the image? We need to become interested in words and poetics. И чтение, которое мы трактовали как уже завершенную практику в визуальном мире, на деле манифестирует настойчиво свою актуальность. Мы все время работаем со словом. И слово по какой-то причине неуничтожимо, невынимаемо, и мне хотелось бы исследовать, почему это происходит так. Плюс здесь, обращаясь к области Digital Humanities, к цифровым гуманитарным наукам, они предлагают пример постоянно накапливающейся и расширяющейся базы данных всех написанных текстов, которые цифруются и расширяют этот каталог, то есть корпус текстов, накапливающийся корпус текстов
Плюс обращу ваше внимание еще на один интересный сценарий в апокалиптических видениях будущего, которые дает фантастика, например, 451 градус по Фаренгейту. Уничтожению подвергаются всегда тексты, но никогда не изображения. По какой-то причине фокус сохраняется на тексте. И более того, при этом для изображений внутри нашей повседневной жизни мы как-то обособляем пространство, где мы их воспринимаем, в то время как с текстом мы сталкиваемся везде. И важным для меня вопросом, который я хочу изучить, становится, как слово используется и бытует в динамике современного общества. So the goal is to put you, if I am successful in any way, is to put you in the swirling center of all these ideas. And for the opportunity to do that, I'm immensely grateful and thank everyone involved for the opportunity to do so. И You моя... have to make a hand gesture when you translate. I'm kidding. You have to make the hand gesture as you translate. Yeah, sorry. И моя цель как раз поместить вас в такой закручивающийся центр этого урагана из идей, которые я сейчас озвучил, и за возможность смоделировать эти идеи, за возможность их реализовать. Я бесконечно благодарен всем, кто работает над проектом. И, пожалуйста. Спасибо огромное. Самые прозорливые журналисты могли написать небольшой томик индустриальной философии. Да? Спасибо большое. Я предлагаю перейти к вопросам. Напоминаю, что мы работаем с микрофоном. Да, я сначала обращусь... А зачем мы отключились? Может быть, были вопросы к Жоану?